В нашем театре спектакли родятся по-особенному. Чаще всего это не просто пьеса, которую мы ставим, а это рождение самого спектакля, в результате которого остается пьеса. Вот этот спектакль тоже родился, и рождается он не одним человеком, не мной, положим, а многими людьми, непременно, группой людей, которые выдумывают этот спектакль. Как ни странно, начало этому спектаклю положило время, очень отдаленное даже от сегодняшнего дня. Была война, страшная, грозная война. И мы, наш кукольный театр, поставили несколько таких антифашистских, коротеньких эстрадных номеров, с которыми и выехали бригадами на фронт. Играли на фронте, играли в госпиталях. Потом Сибирский военный округ нас попросил организовать такие маленькие кукольные театры, тоже сатирические, антифашистские, для дивизий сибирских. Приехало к нам из 16 дивизий по 5 человек, сделали мы для них куклы, они тоже помогали, делали, и поставили мы для них такую программы небольшие, сатирические, антифашистские, они уехали на фронт. И вот когда кончилась война, у нас уже не мог остыть вкус к сатире. Нам стало хотеться ставить сатирическое, но... Конечно, уже что-то другое. Куда же направилось наше внимание, наш сатирический удар? Он направился совсем в другую сторону, в искусство, в борьбу со всем банальным, пошлым, что портит искусство. Вот мы и поставили этот самый необыкновенный концерт, смеясь над разными банальными явлениями, которые происходят на эстраде или в театре, или там в цирке. Мы выдумывали все это. Кто же это мы? Ну, значит, я главный режиссер и директор театра. Затем режиссер нашего театра и актер Семен Соломонович Самодур. Затем актер нашего театра и драматург, и писатель Зиновий Ефимович Герд. Затем писатель и очень остроумный человек Алексей Михайлович Бонди, а затем, когда из армии вернулся Владимир Анатольевич Кусов, то и он примкнул к этому делу тоже. Вот эта группа. Причем ко всему к этому наш художник Андреевич и наши мастера-конструкторы. Это нетрудно сказать, будет пианист, а как он будет играть? Как сделать всю его механику, всю анатомию этой куклы, чтобы он мог играть. Вы увидите, как он играет. И как раз Кусов Владимир Анатольевич будет тем кукловодом, который будет приводить его в движение. Но выдумали это мастерские, художник и так далее. Вот мы этот спектакль поставили, он стал у нас идти, и куда бы мы ни ездили, мы ездим в разные места, в разные города, в разные страны. Мы берем разные спектакли, но мы всегда берем с собой необыкновенный концерт. Его любят везде. Мы объехали 400 городов нашей страны. Во всех этих городах мы показали необыкновенный концерт. Мы объехали 23 иностранных государства. Во всех этих государствах мы показали необыкновенный концерт. И в Канаде, и в Америке, и в Италии, и в Индии, и в Англии, и во Франции, и в Болгарии, и в Румынии, и в Польше. Везде, везде, где мы только бывали. Таким образом, в общем, получилось, что он нам показал и всю нашу страну, и многие страны мира. Естественно, что то, что мы там увидели, нам тоже показалось интересным для осмеяния. Какие-то отдельные явления, положим, эстрадного искусства. И вы их увидите тоже в нашем необыкновенном концерте.
Добрый вечер, друзья, здравствуйте. Ну, кто я такой, говорить не приходится, на концертах вы бывали. Стоит только взглянуть на меня, и чуткий зритель сразу скажет: да, это он, это конферансье. Я действительно конферансье. Слово это, к сожалению, до сих пор не русское. Слово это зарубежное. Оттуда. Кстати, о Западе. С удовлетворением могу отметить, что Запад успешно загнивает. Но не будем на этом останавливаться. Это, в конце концов, их нравы. Зато мы у нас на эстраде, крепя контакты, расширяя связи, разрабатываем наш отечественный модерн. Сегодняшний день, дорогие друзья, это нейтрон, бемезон, гидрокортизон, поролон, Иосиф Кобзон. Мы с вами живем в эпоху деревянных реек, стекла и бетона. Вот почему на нашей сцене столько деревянных реек, вот почему в нашем юморе столько бетона. Это я шучу. Это была тонкая, элегантная шутка. Ото всей души, тем не менее, мы можем вас заверить, что постараемся удовлетворить все ваши запросы и потребности, столь заметно возросшие по сравнению с 1913 годом. Итак, начинаем наш концерт первым номером нашей обширнейшей программы. Позвольте предложить вашему вниманию наиболее любимый вами жанр – хоровое пение. Действительно, друзья, кто из вас не любит, придя домой после радостного труда на службе, уединиться и попеть хором? Выступает сводная капелла певцов-вокалистов областного аптекоуправления, художественный руководитель капеллы, дипломант второго микрорайонного слета Николай Анисимович Крутых, хормейстер Ольга Игнатьевна Крутых, концертмейстер-репетитор Галина Крутых. Занавесочку, прошу, будьте любезны, занавесочку. Николай Анисимович Крутых, прошу, пожалуйста. Коля, другой. Может быть.
торжественная кантата «Витамин». Все принимайте витамин. 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 Лишь тот, кто витамины пьет, до самой смерти доживет. 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 Доживет, кто пьет, лишь тот, кто пьет. Доживет, лишь тот, кто пьет. Доживет. Будьте любезны, сообразите мне рояльчик. Семен Иванович, пожалуйста. Спасибо, дорогой. Спасибо. Спасибо. Огромное спасибо. Семен Иванович, если вам не трудно, не откажите в любезности, присовокупите стульчик, пожалуйста, себе. Предлагаю вашему вниманию выступление выдающегося виолончелиста-виртуоза Аполлона Аполлоныча Переделкина. Мне, друзья, посчастливилось близко узнать Аполлона Аполлоныча. Дело в том, что судьба прописала нас в одном доме. Всю свою творческую жизнь этот вдохновенный мастер посвятил делу улучшения классики путем перекладывания классической музыки с инструмента на инструмент. Итак, Аполлон Аполлоныч Переделкин. Прошу, мой юный друг. Прошу, голубчик. Партию фортепиано в сегодняшнем концерте исполняет наш концертмейстер Виктор Викторович Терпеливов. Спасибо. Композитор Бетховен Людвиг Иванович. Послушайте опус под названием «Афинские развалины». Музыка, как я уже сказал, покойного Бетховена в исполнении ныне здравствующего соавтора. Будьте любезны.
Обладая незаурядным композиторским даром, Аполлон Аполлоныч время от времени и сам творит. Так любая, всем известная мелодия под его чарующим смычком превращается в нечто неузнаваемое. Послушайте его итоговую сюиту у виолончели, следовательно. Автор у рояля Виктор Терпеливых, у меня дома жена. Это я сострил, вы понимаете. Истинное наслаждение. Спасибо, спасибо. Будьте любезны, освободите нас от стульчика. Ага. Спасибо, спасибо. Или, как говорят наши друзья, французы, чао. Вы, я вижу, тоже знаете иностранные языки. Это приятно. Вообще, мне сегодня, я чувствую, что мне сегодня крупно повезло. У меня сегодня такая образованная публика, с которой лично я, как мастер интеллекта, могу говорить совершенно не задумываясь. Видите ли, говорить и одновременно думать, это вообще почти невозможно. Не задумываясь, говорю я, как не задумываясь, поет, скажем, канарейка. Кстати, о канарейке. Колоратура сопрано. Выступает мастер голосовых связок Вероника Несмыкальская. Прошу приветствовать, Вероника Андреевна. Прошу. Лирический романс «Я, кажется, влюбилась». Музыка композитора, сочинившего этот романс. Я, кажется, влюбилась.
Семен Иванович, будьте любезны, дорогой, ликвидируйте рояльчик, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, орлы, спасибо. А мы с вами, друзья мои, перейдем к хореографии, то есть к искусству шевелить ногами. Танец, друзья мои, дает колоссальные возможности для выявления самых тонких эмоций. Я имею в виду в особенности жанр психологического танца, я имею в виду танго. Вспомните, сколько глубокого смысла заложено в этом танце. Любовь, испепеляющая страсть, извечный треугольник, состоящий из мужчины и женщины. Он гордый, неумолимый, все время терзает ее. Он настолько любит, что вот-вот прикончит ее. А она нежная, покорная, со счастливой улыбкой на перепуганном лице, вся отдалась его власти, не будучи уверенной в том, жива ли она или уже находится по ту сторону добра и зла. Этот танец, эту поэму большой любви с загробным оттенком исполняют зарубежные мастера психопатологического танца Хосефина де Бош и Хосе Аморалес. Будьте любезны, восстановите мне рояльчик, пожалуйста. Мы сию минуту перейдем, вернее, вернемся к вокалу. Спасибо, голубчик, спасибо, дорогой, спасибо. Не каждый из нас, между прочим, может заниматься сложным вокальным искусством. Для этого требуется известный навык и огромная уверенность в себе. Если при этом есть еще и голос, это идет только на плюс.
мастеру вокала. Всеми этими данными обладает рекомендуемый мною вам певец итальянской школы Сидор Сидорович Сидоров Сидорини. Милости прошу, дорогой. Милости прошу. Идя навстречу неизменным вкусом энтузиастов басовых арий, Сидор Сидорович исполнит сатану, клевету и Фигаро здесь, Фигаро там единовременно. Браво, браво. Итак, у вокала Сидор Сидорович Сидорини, у рояля то же, что было и раньше. На земле весь род людской чтит один кумир священный. Он царит над всей вселенной, тот кумир телец золотой, в умилении сердечью прославляя и слуха люди разных рас и стран в нашем круге бесконечном, окружая пьедестал, окружая пьедестал. Сатана там проведал, сатана там проведал, обра фигр, бравра, висима, обра фигр, бравра, обра фигр, бравра, висима, на висима, ля-ля-ля-ля. И колбом разрыва, левитался мудреца, и колеблет мерземой, и колбом разрыва, левитался мудреца, и колеблет мерземой, погибает в учеблении пораженный клеветой, погибает в учеблении пораженный клеветой, Темперамент, черт возьми. От такого же слышу. Одну минуточку, друзья. Маленькая подготовочка. Опа! Дорогие друзья! Простите, прошу простить. Прошу простить. Опа! Дорогие друзья! Минуточку, прошу простить. Дорогие товарищи, многие считают, что маленькому ребенку вредны публичные выступления, что это якобы калечит его психику, преждевременно развивает нездоровое честолюбие и тому подобное. Это неверно, дорогие. Просто так, дорогие. Это неверно. Я помню, когда мне не было еще полных 3 лет, часто ночью, когда гости у моих родителей засиживались, все было выпито, а гости не расходились, моя мама будила меня, вынимала из кроватки и заставляла веселить гостей. Что же делал я? Я острил, я балагурил, и все дружно смеялись надо мной. Ну, повредило мне это нет, искалечило, как видите, нет. Я ничего не утратил, и сейчас, сегодня, я так же остроумен, как был в 3-летнем возрасте. Поэтому с особым удовольствием предлагаю вашему вниманию выступление выдающейся представительницы юных дарований, пианистки виртуоза Сусанны Голенищевой. Попрошу дарования. Спасибо, Семен Иванович, спасибо, дорогой. Спасибо. Спасибо.
Сусанна. Ага, Сюзенька, моя деточка, где ты там, маленькая? Моя прелесть, боже мой, может быть, тебе что-нибудь нужно, Сюзенька? Нет, не нужно, очень хорошо. А это что? Это рояльчик, Сюзенька, вот рояльчик, деточка. Играй, моя радость, играй, деточка, играй. Боже, Суся, Сусанна, будь любезна. Боже, что тебе нужно? Сусенька, что такое делать? Боже мой, увезите, Сусанну, блин. Прекрасно. Семен Иванович, будь любезны, скорее, увезите этот сумасшедший инструмент. Черт, знаешь. Спасибо, друзья, спасибо. Как мы с вами условились в начале, друзья мои, вы сегодня зрители, я сегодня конферансье. Вы сюда пришли отдохнуть, развлечься. Моя же задача состоит в том, чтобы в тонкой, умелой, тактичной форме поднять ваш культурный уровень так, чтобы ни вы, ни ваши близкие этого не заметили. Быть может, вы уже знаете, что каждая нация имеет свои национальные признаки. Это я говорю к тому, что сейчас будет глубоко национальный номер. Скажем, француза мы узнаем по прононсу, англичанина по произношению, немца по акценту, соотечественника по выражению. Сейчас выступит латиноамериканское трио «Los Самомучас». Не мне вам рассказывать, чем отличаются латиноамериканские трио. Это, во-первых, зубы, это усы, это баки. Поют они, как это у них принято, на своем родном латиноамериканском языке, поют самозабвенно, нередко даже заходятся. Будет исполнена песенка «Ай-яй-яй-яй-яй, компания», что в переводе означает «Ой-ой-ой-ой-ой, коллектив».
Самбо! А сейчас, друзья мои, перенесемся мысленно на природу. Представим себе степь. Степь. Что может быть поэтичнее? Тут лужок, тут рощица, тут ручеек пробивается в разные стороны. Тут озимые дают всходы, а там на вершине могучего клена нежно верещит куропатка. И вот по степи движется цыганский табор, все ближе и ближе. С веселыми песнями идут цыгане, лихо пляшет молодежь, зажигательно поют старухи. Табор приближается, и табор, наконец, здесь. Позвольте предложить вашему вниманию цыганский хор Заполярной филармонии под управлением Паши Пашина. Постановка Орехова, костюмы Зуева, гитары и бубны, конторы Муспрокат, ковры, пальмы и атмосфера полного взаимопонимания из ресторана «Метрополь». Маэстро, будьте любезны. Старинный цыганский романс, очень черные, очень страшные. Поет и пляшет Мура Шурина. Вариации на скрипке Шуры Мурина. Очи черные, очень страстные. Очень штучие и прекрасные. Как люблю я вас! Как боюсь я вас, надую вас! Я в ней добрый час. Очень черные, очень черные, очень черные. Очень
Старинная цыганская таборная песня. Ехали цыгане, тоже с пляской. Поет Груша Ягодкина. Наша Вася Бельведерской. Хелл. Старинный цыганский салонный роман. Две гитары зазвенев, жалобно заныли. Исполняет Венера Пуговкина. Хелл. Гитары, глаза звенят, жалобно занена, за детство память. Да не напевно, ах, милый мой, не легло.
Еще раз. Браво, браво, друзья, браво, прекрасно. Поскольку наш концерт является как бы конгломератом искусств, я Да. Знаете, честно говоря, меня все время волнует вопрос, не слишком ли я культурен для вас? Не слишком? Очень приятно. В таком случае я рискую предложить вашему вниманию номер, который потребует от вас для его восприятия большого умственного напряжения и некоторые, я бы сказал, научной подготовки. Дело в том, что еще в прошлом веке, точнее говоря, в одной из его половин, знаменитый иностранный ученый, не то французский, не то американский, сейчас я не могу точно указать, журнала «Огонек», из кроссвордов, которого вся наша художественная интеллигенция черпает научные знания, у меня, к сожалению, нет под рукой. Одним словом, ориентировочный американский ученый Чарльз Дарвин подметил отсутствие принципиальной разницы между человеком и животным. Его открытием воспользовалась известная укротительница рогатого и смешанного скота Стелла Суисс. Стелла Суисс, урожденная Степанида Свистунова, которая сейчас и будет выступать. Надо сказать, что Стелла Суисс изучила животное, что называется, вдоль и поперек. Мне как-то недавно привелось побывать в уголке у Стеллы. Представьте себе, какую мирную картинку я застал. Посреди комнаты стояла миска, из которой одновременно ели бенгальский тигр, орел-стервятник, удав-констриктор, 2 голубя, крыса и сама Стелла Суисс. Итак, бесстрашная Стелла Суисс со своей нашумевшей группой домашних хищников. Маэстро,
Художественное кудахтанье. Сильвупле. Чарли, авансе! Сеанс, сеанс, сеанс. Популярный сеанс. Популярный сеанс. Популярный Чарли. Comprenez-vous? Популярный... Молчи, черт! Популярный дуэт, s'il vous plaît. С вашего позволения, переходим к оригинальному жанру. Выступает фокусник, иллюзионист и манипулятор Тархун ибн Абракадабра-младший. Я считаю своим долгом изложить вам свою точку зрения на фокус. Обычно фокус состоит в том, что у вас на глазах какая-то вещь исчезает, но потом вскоре иногда возвращается. Если бы вещи всегда только исчезали, это вряд ли могло приносить удовольствие. Но когда вещь возвращается, это всегда как-то бывает приятно, не так ли? Даже если чужая. Есть другая разновидность фокусов, когда вместо одного предмета вдруг появляется другой предмет. И если другой предмет более ценный, чем первый, это тоже как-то подогревает морально. Обычно фокусы сопровождаются музыкой. Музыкой, которая помогает нам переносить это зрелище. Итак, гений манипуляции Тархун ибн Абракадабра-младший. Занавес, пожалуйста, будь любезен.
Браво, дорогой, браво. Насчет платочка вы не забыли? Хоп! Пожалуйста. Прошу. Спасибо, спасибо. Большое спасибо. Фокусников много, мой дорогой. Шахерезада Степановна. Я готова. Шахерезада Степановна. Я готова. Дахр, махр, шухр. Шахерезада Степановна. Я готова. Шахерезада Степановна. Я готова. Шахерезада Степановна. Я готова. Хоп! Только те артисты, которые вносят свой вклад в сокровищницу искусства, достойны моего внимания, достойны моего уважения. Всю свою творческую энергию, все свои эстетические помыслы, все свои философские убеждения отдать
любимому делу. Для художника это значит не зря прожить жизнь. И так чечетко. Выступают мастера, которых поистине следует называть мыслителями нижних конечностей, братья Баклушины. Маэстро, попрошу вас, пожалуйста, неприветно. Предлагаю вашему вниманию ансамбль африканских львов под художественным руководством и приличным участием Льва Гавриловича Эврипида Самошкина. Предупреждаю, друзья, предупреждаю. Дикие звери работают в изолированной от публики клетке, что обеспечивает им полную безопасность. Итак, Эврипид Самошкин. Львы. Господи. Али! Ха! Али! Ха! Обратно! Али! Ха! Али! Ха! А ну на место! На место! Спокойно! Цезарь! 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 Примус! Место! Рядом! 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 Ну, рядом, понял? Да-да.
Вальсе, allez. Куда? Куда? Цезарь! 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 Примус! Встать! И стоять. Спокойно. Цезарь. Ein. Zwei. Vier. Эп. Allez! Кому сказал спокойненько, спокойно. Allez! Вперед! Выступает французская певица из Парижа. Она поет только о любви в рамках культурного обмена. Ее пение – это страдание. Но не в смысле «я страдала, страданула», нет. А в смысле «l'amour», «toujours», «bonjour». Ее пение – это страдание вынутого сердца, я бы даже сказал, обнаженного сердца. Прошу понять меня правильно. Ее руки, плечи, шея и все такое не более как гарнир, придаток, аксессуар. Я не боюсь этого слова. Ее страдающего сердца. И так поет Мари Жюти. Toulouse de Lautrec, Cézanne, Gauguin, Le Puy de Chavannes, Manet, Fragonard, Demier, Marquet et Michel Legrand.
toujours le jour, aux chansons de l'escalier. Oh, l'amour, toujours l'amour, aux chansons d'un négrier. Vive le réveil, façon de parler, mon amour, oh oui. André, oh Michel, oh Lucienne, oh Serge, vouloir c'est pouvoir, pourquoi c'est possible, à quoi, par Dieu, jamais, jamais, jamais. Oh, l'amour, toujours le jour, aux chansons de l'escalier. Oh, l'amour, toujours le jour, aux chansons de l'escalier. Oh, Paris, oh, Marie, oh, Paris, Tuileries. Oh, Paris, oh, esprit, oh, Marie. Oh Paris, mon amour, amour. Будучи большим ценителем всего нового, я не могу обойти вниманием особую форму ультра-авангардистской музыки, весьма популярную в отдельных уголках Запада и Юго-Запада. Все мы с вами, дорогие друзья, звучим. Жить – это значит прежде всего звучать. Звучит человек. Вспомните горьковские крылатые слова «Человек» – это звучит. Но сейчас перед вами зазвучит не только человек, зазвучат все окружающие его вещи. Зазвучит быт, зазвучит обиход. Вице-президент Зюзинского общества по распространению новых звуков Вольдемар Кыш со своим квинтетом «Блям-71». Занавесочку, пожалуйста, будьте любезны, занавес. Послушайте квантомузыкальную конструкцию в 3 частях под названием «Мироощущение». Часть 1. Раздумья. В спокойном, прозрачном адажио деликатаменто, con gusto non troppo accablamento, пожалуй, несколько тенеброзо, мистериозо, возникает авиценда, то есть как бы диалог бодрого духового стаккато с своеобразным вибрирующе, дребезжаще веревочным глиссандо. Интимно скрипящее дверное легато заканчивается недвусмысленной протестующей рельсово-металлической нотой, как бы утверждающей победу юного в извечном конфликте отцов и детей. Прошу. Часть 1 заканчивается. Часть 2. Созерцание. Ну,
В ней слушатель без труда уловит личные интонации автора, подчеркнутые легким морморандо чайно-ведущего инструмента. В конце второй части возникает аллегро фуриозо барбаро, дико звучащий вопль домашнего существа. Прошу. Часть третья. Финал апофеоз, который завершается откровенным авторским ультимо кредо, выраженным тонко и нежно, в манканто пианиссимо сюссюрандо ввода бочкового инструмента. Прошу. Переходим к волнующему жанру к оперетте. С особым удовольствием объявляю этот номер, так как оперетта синтезирует все виды искусства: музыку, вокал, танец, туалеты, приличные манеры и глубочайшие философские мысли, облеченные в доступную плоскую форму. Послушайте сцену и дуэт из классической оперетки «Букет моей бабушки». Исполнители Варвара Колибри и Хосе Мария Сантьяго Тютькин. Маэстро, будьте любезны. Я здесь. Впрочем, друзья, расскажу все по порядку. Мой любимый старый дед обожал кардемале. Я же шире было, чем он, обожал и примадон. Но меж тем не боится любовь, ни цепей, ни оков, если я не найду свой кумир. Брошу мир и уйду в монастырь. Девочки! Что? За мной. Куда? В монастырь. Этот шумный свет мне не приносит
его. Мне суждено судьбой в девицах умереть. Ведь уж любимый мой ушел навек, уж ведь. И в жалком жребии моем я сожалею лишь о том, что умираю я одна, а не вдвоем. Я так страдаю, я так рыдаю, я исчезаю без следа. Я повторяю, я просто таю и умираю, быть может, навсегда. Мы страдаем, мы так рыдаем, мы исчезаем без следа. Мы повторяем, мы просто таем, мы умираем, и быть может, навсегда. Мне чудится, я слышал голос, который вливается мне в уши, в душу. Боже, что со мной? Мне почудился запах двойного виски, тройного одеколона, тонкий запах одинокого мужчины. Боже мой! Где я мог видеть этот ротик, этот носик, эти два глаза и столько же ног, а? Боже мой! Дорогая! Любовь, любовь, любовь. Эти три понятия приблизили нас к концу нашего концерта. Но нам, артистам, не хотелось бы такой холодной разлуки. Артисты действительно успели полюбить вас. Им хотелось еще раз, всем вместе, выйти на эту благословенную эстраду и посмотреть вам в глаза. Маэстрочка, мальчик, будьте любезны, детка.